Добро пожаловать в 2025 год, где совсем недавно 200 миллионов людей на планете Земля работали в IT. Программистами, разработчиками, инженерами, архитекторами, продакт-менеджерами, проджект-менеджерами, суппортами, рекрутерами, продажниками. 200 миллионов человек. А сегодня осталось всего 20 миллионов полноценных IT-работ. Это означает, что 180 миллионов нас перебиваются временными подработками, бьются головой об стену в отчаянии, пытаются придумать что-то новое, переждать как-нибудь этот период, а потом все наладится, а оно не наладится, потому что мы просто больше не нужны. Поехали! Схлопнулась IT-индустрия, официально IT-индустрия схлопнулась. Нету там работ, нечего там делать, и никому больше. Все. Там осталось реально 10% от тех работ, которые были всего несколько лет назад. Сейчас буду очень долго возмущаться, потому что, у меня нет работы. Короткий ответ на вопрос, почему в IT больше нет работ, какого хрена там все так быстренько схлопнулось, это потому что там строили и наконец построили. Вот если представить себе, действительно, стройку домов, вот представьте, что у нас не было ничего, IT, относительно же новая индустрия. Все с нуля взяли, построили, как будто если бы на планете не было вообще домов никаких зданий, ни квартир, ни магазинов, вообще ничего. Нужно было все построить, нужны были строители. Много строителей, долго, лет 20-30. Сначала те, кто умел хорошо строить, очень много зарабатывали. Потом все начали учиться, все хорошо зарабатывали. Потом все такие, там все учатся и хорошо зарабатывают, и каждый полез в строителя. Строили. Все, достроили. Спасибо. Нам больше ничего не надо. Вы свободны. Знаете, что я умею делать? Я умею сделать так, что вот если тебе нужно на новый проект 800 человек, вот вы что-то строите новое, как огромная компания, а у вас новый продукт, новый сервис, который запускается на весь мир. И для него нужно 800 человек, чтобы они поработали 12 месяцев и быстро-быстро все это сделали. И у тебя, ограниченный бюджет. В смысле маленький, а вот вы можете потратить только столько денег. Я могу на твои деньги так раскидать 800 человек по всему миру, чтобы у тебя всегда кто-то работал. И не просто кто-то, а всегда все работали всем. Чтобы у тебя в любую минуту дня и ночи, любых суток, что бы тебе не понадобилось срочно прямо сейчас, чтобы у тебя всегда такой человек прямо сейчас работал. Чтобы у тебя в любую минуту любого дня всегда был на связи тестировщик, инженер, customer support, архитектор какой-нибудь, специалисты по тем главным ключевым моментам этого проекта, которые тебе нужны. Вот так раскидать, чтобы те легли спать, а те проснулись, и в каждом часовом поясе, чтобы у тебя был такой набор всех главных специалистов, которые работают всегда круглые сутки. Прикольно? Это сейчас кому-то надо? Нет. Знаете, что я еще умею? Если у тебя в компании 10 тысяч сотрудников по всему миру, им же всем нужны ноуты, правильно? Телефоны. На 10 тысяч человек у компании в среднем текучка будет 25-30% в год. То есть у тебя за год треть людей уходит. Не в один день, правильно? Не одновременно. Тот уволился, там нового человека наняли, тот перевелся, тот переехал. У того ноут нужно забрать, а тому выдать новый. Пароль. Нужно тому новые учетные записи их всякие придумать. А тот потерял свой ноут, а тот пароль забыл, тот кофе пролил на свой. Вот я могу так сделать, чтобы ты, как компания в 10 тысяч человек, вообще об этом не переживал. И такой построить процесс, и так всех нанять, чтобы, если у тебя в Индонезии сотрудник пролил кофе на свой ноут, чтобы у него был новый ноут в течение 2 часов. Даже если у тебя нет офиса в Индонезии. Даже если он в командировке. И не просто так сделать, а сделать так, чтобы тебе это теперь было еще дешевле,
чем то, как ты делал это для своей компании раньше, и чтобы моя компания еще больше заработала с этого, потому что мы ноуты будем вам говорить, что они стоят столько, а покупать их там подешевле. Это раньше был очень крутой скилл, это сейчас кому-то надо? Нет. Я с абсолютно четкой, стопроцентной уверенностью вам могу сказать от сердца, от всего своего побитого, что IT-индустрия схлопнулась. Потому что я работаю в продажах. Когда там что-то происходит, у меня есть работа. Когда компании покупают системы или людей, когда компании вкладывают в новые продукты, развиваются, что-то им нужно делать новое, придумывать лучше, потом оптимизировать, у меня всегда есть работа, когда там что-то происходит. Когда индустрия развивается, там много разных работ, знаете, IT — это не только айтишники, это не только программисты. Именно айтишники, всякие кодеры и программисты, это, наверное, 20% от всех остальных, кто сейчас сидит без работы в IT. У тебя на каждые 7-8 программистов им нужно выдать менеджера. Этому менеджеру не обязательно прям так, чтобы сильно петрить в том, что они делают. Немножко петрить. На каждых 3-4 менеджера нужно поставить директора. Директору вообще петрить не нужно. Там есть другие люди, которых нанимают для того, чтобы они петрили. Есть продажник, потому что если кто-то что-то строит, никто для себя, там есть какие-то, может, наверное, 10% всего, что происходит в IT-индустрии, это компании, которые строят чисто для себя. Нам нужна такая система, как Airbnb, например. Они ж всю эту шарманку построили, это для них. Они ж ее прям не продают, именно их внутреннюю айтишную шарманку. А в основном строят на продажу. Либо на продажу нам с вами, напрямую или не напрямую, или косвенно, или на продажу для другого бизнеса. А чтобы что-то продать, тебе нужен продажник. Не обязательно умный. Нужно, чтобы просто там был какой-то человек. Поэтому, когда любая индустрия развивается, то, продажники зарабатывают самые первые. Делать ничего не надо, нужно просто быть, и все. Деньги из одних рук в другие передавать и себе чуть-чуть вставлять. А сейчас, так как я 3 года сижу без нормальной работы, примерно год у меня занял понять, что это не я виновата, это не со мной что-то случилось. Я не стала хуже. Я ушла с работы, прошел год, год вперед взять и год назад, зазор этих 2 лет. Я не стала хуже 2 года спустя. По сравнению с тем, когда меня постоянно звали на работу, много чего происходило, у нас у всех были работы, тебе еще на тебе больше денег, нет, к нам иди, потому что было реально очень много работы, которых сейчас нету, потому что никто ничего не строит. Я 3 года сижу, мониторю, это моя работа, понимать, что происходит в индустрии. И я сижу, мониторю через вакансии. Как понять вообще, происходит ли что-то в какой-нибудь индустрии или нет? Как я сейчас мониторю квантовые рынки, там что-то новое будет происходить, я вам буду рассказывать. Я мониторю это по наличию позиций продажников. Компаний квантовых сейчас много, но они нанимают квантовых физиков и программистов, чтобы их научить, потому что квантовых языков программирования еще в принципе нету. Их что-то немножко придумали, такие, знаете, как алфавит. Мы придумали новый язык, но мы не знаем, о чем на этом языке говорить. Они там что-то строят. Но там много людей сейчас не надо. Там реально в квантовой индустрии сейчас работает человек 50. 70, может быть. И ни у кого нету никаких вакансий продажников, потому что там сейчас нечего продавать. Точно так же, как во всей остальной индустрии IT. Но не потому, что там нечего продавать, потому что там же все продали. Там все продали, там все купили, все построили, и все. Раньше все слетало, как просто жареные пирожки. Я людей продавала, я продавала индусов, я продавала аргентинцев. В Китае, оказывается, хорошие программисты есть, пока Америка с Китаем не начала воевать. Во скольких странах сидели люди, которые,
Полбеды это там, типа, приехать в Америку, работать на большую компанию в IT, это, типа, ладно, еще хрен с ним. А сколько сидело программистов по всему миру, работали на международные компании везде? Вот украинские программисты считаются очень хорошими, потому что, типа, скромные, работящие ребята. Девочки – хорошие проект-менеджеры, мальчики украинцы – хорошие программисты. И буквально пару лет назад, 5, 6, 7, 8, все зарабатывали дохерища. Ты мог открыть себе контору где угодно в своем городе, взять туда просто 5 программистов, и у тебя проекты на тебя так посыпятся, что все хорошо зарабатывали. Каждый более-менее толковый человек работал на там 3-4 проекта одновременно. И вот твоя большая зарплата. Большая зарплата в IT складывается из чего? Знаете, в продажах легче посчитать, в магазине там легче посчитать, больше продал, больше сделал. А в IT есть точно такая же продуктивность. Тебе нужно за единицу времени сделать много чего-то, чтобы оно потом, продалось, работало. И много было работ. Действительно, у каждой даже самой маленькой IT-компании в Европе, в России, в Украине, в Беларуси, в Польше, везде было миллион проектов. Потом начало становиться меньше. Поэтому начали еще лучше нанимать продажников, что типа нам просто нужно поднапрячься и лучше искать клиентов. И я только сейчас так понимаю, что, наверное, моя карьера пошла вверх. Она пошла вверх только, начиная с 2018 года. Прям активно вверх. Это не потому, что индустрия более активно развивалась, это как раз потому, что индустрия начала идти на спад. И все компании решили поднажать и нанять больше продажников. Те работы, которые остались сегодня, не просто в продажах, а вообще в IT везде, они настолько невероятно сложны. Все, что было простое, оно уже сделано, его сделали. Все остальное автоматизировали. Поувольняли тучу айтишников. Увольняешь айтишников, можно уволить к чертям менеджеров. Поувольнял менеджеров, может, директоров поувольнять. Даже не просто половину, а 70%. Что и случилось. Всяких операционистов. У тебя теперь меньше людей работают, у тебя меньше бухгалтеров нужно. Всех пообрезали, повырезали по кусочкам. Вырезали, понятное дело, аккуратненько, так чтобы, в компании все продолжало работать. Поэтому те работы, которые сейчас остались, это только настолько сложные работы, которые даже умные системы не могут делать. Там, где действительно нужен человек. Ребята, те вакансии, которые сейчас открыты, это капздец. Я условно в продажах, но я в таких продажах, где, не просто сидишь на телефоне и говоришь, купите у нас. Это все автоматизировали уже очень давно. Поэтому я от этого давно решила продвигаться в такое, что, умное продавать. Вот ты когда что-то умное продаешь, там обязательно нужно с кем-то поговорить. От меня никто не ожидает, что я самая умная, но от меня ожидают, что, я приду и что-то расскажу. Вот что-то я и рассказываю, что-то я и умею. Мою работу не автоматизировали, моей работы не стало. А те работы, которые остались, ребята, это... Тебе нужно иметь лет 60, наверное, опыта. Лет 20 опыта точно, у меня 15. И тебе нужно всегда знать все самое последнее, самое новое. То есть, чтобы тебе сегодня устроиться на работу, и чтобы вот те люди, у которых сегодня есть работа. Сейчас отдельно поговорим про тех, кто сейчас, у кого есть работа, но ни хера не зарабатывают. А те, кто сейчас сидят на хороших позициях. И те позиции, которые открыты. Ты последние 20 лет должен был работать над огромнейшими, сложнейшими штуками и в это время продолжать учиться. Потому что, чтобы тебя взять на работу сегодня, никому не интересно, что ты последнее, что ты выучил, это было 7 лет назад. Того, что ты выучил 7 лет назад, его уже не существует, его уже нету. Тебя берут на работу, чтобы ты следующие 12, 24, 36 месяцев делал то, что будет нужно следующие 2-3 года. Поэтому твои самые последние знания должны были быть updated, позавчера. А как и когда человек живой, который не машина, может это делать? Те job description, которые сейчас есть, они нереальные. И в IT, и в всяких оперейшенах, и в продажах, и в стратегиях это жопа.
Те, кто были в IT и до сих пор в IT, вам скажут, если у вас еще остались друзья в IT. Если вы в IT, то, скажите, какая у вас средняя температура по комнате. Но если у вас есть друзья в IT, но они вам не рассказывают особенно о том, что у них происходит на работе, это потому что там происходит какая-то жопа. Все зарабатывать стали намного меньше. Как минимум, потому что этих проектов стало просто тупо меньше. Или ты там фрилансер, или у тебя своя компания, или ты работаешь на какую-то другую компанию. Раньше за производительность тебе платили. Почему такие огромные зарплаты были раньше в IT? В смысле тебе платят там $475 тысяч в год? За что? Это не за твои знания. Знания ты прикольно получил, молодец, да, но за твою производительность труда ты должен был очень дохера всего быстро и аккуратно делать. И в него вбухивали бабки, потому что этой компании нужно быстрее выйти на рынок, потому что у них есть конкуренты, а те делают то, а те делают все. Помните, чуть ли не каждый день какие-то выходят новые эпчики, новые сервисы, а теперь можно вот так, а теперь можно вот это. Не успевали же мы следить, а люди еле успевали работать. Сейчас программисты сидят, работают 2 часа в день, путешествуют, все стали номадами. Чё все поехали во Вьетнам и в Индонезию, потому что там аренда $100 стоит. Айтишники, которые раньше жили в самых дорогих местах в мире, теперь живут где? В самых дешевых местах в мире, потому что нету этих зарплат. Там нету работы. И сегодня абсолютно точно никто ни во что новое даже не вкладывает. Ребята, там сейчас не строят ничего. Все встало, остановилось, то есть варианты типа переждать, знаете, как в каждой индустрии будет там взлет, падение, там чуть быстрее, тут помедленнее. Нет, все построили. Там ничего не изменится. Я поэтому предлагаю всем проект-менеджерам, менеджерам, продажникам, айтишникам или нам с вами идти сейчас копать картошку, или что-то думать серьезное. Копать картошку, в принципе, не такой плохой вариант. Может, действительно, если бы мы все собрались и вложили наши силы, наших рук не в мониторы, не в компьютеры, а в действительно что-то делать ручками. Посмотрите, сколько времени у нас, эпчики такие вылизанные, такие красивые там дизайны, сайты, кнопочки, ты что, все, что хочешь. Выходишь на улицу, дома, полуразваленные. Пойти всем вместе, насадить деревьев, насадить цветов, начать выращивать помидоры. И что, рабочая сила есть, все сидят, все ищут работу. Пойдемте строить дальше себе сами дома, пойдемте выращивать опять еду, какое количество, вы не представляете, на каком количестве форумов я сижу каждый день, 3 года, и мы с людьми вместе все бьемся головой об стену, у меня нет работы, у меня меня какая-то подработка, у меня какой-то там $1 заработал, класс. Все перебиваются, и давно уже. И, ребята, оно не вернется. Было действительно золотое время, когда все аутсорсили. Все стали айтишниками, все работали на международные компании, и на компании в своих странах тоже работали. Но было действительно золотое время, когда можно было работать на американские компании, там, где больше всего денег, потому что не было удобных онлайн-оплат в другие страны. Вот почему моя индустрия именно аутсорсинга такого большого, почему она вообще существует? Потому что тебе, как компании там, большого или среднего размера, было очень сложно, практически невозможно самому нанять людей в другой стране. Это там нужно открывать какое-то там ЧОП, LLC, GmbH в других странах, там настраивать какие-то пейролы, туда отправлять теперь какие-то... Это было очень сложно. Зачем, тебе это делать? И вот начали появляться компании, которые говорят, тебе не нужно теперь соблюдать никакие законы, работодатели, переживать о людях, мы этим всем будем заниматься, ты теперь платишь нам. Вот такая бизнес-сделка. Это было очень удобно. Это было очень удобно для больших компаний. Компании среднего размера не могли себе позволить делать бизнес с компаниями, которые находились в других странах. Вспомните, когда начали появляться онлайн-сервисы, зарегистрировать LLC, где там, в Денвере. Что ты онлайн мог открыть себе компанию в Америке. И все, у тебя тогда бизнес золотой. Это реально был долгое время золотой бизнес. У тебя программисты в своей стране. Ты там или,
билет купил или кому-то заплатил. Ты, кому-то заплатил, тебе зарегистрировали американскую компанию. Ну, ты теперь сам туда-сюда деньги переводишь. Но все, всем удобно. Все, что тебе нужно было, это иметь способ проводить деньги в другие страны. И у тебя был хороший бизнес, ты мог продавать программистов. Я тоже так делала. Международные оплаты было проводить сложно, долго. Тебе нужно было очень много общаться с банками. Это не было такое, что ты просто 3 кнопочки нажал и все. Это действительно было большой проблемой. Поэтому те компании, которые не хотели иметь с этим дело, они могли заплатить тебе. И ты такой: боже, ребята, да за ваши деньги я помурочусь и с банком, и с людьми вообще в каких хотите странах. Это занимало много времени, и это стоило денег. Пока не настроили международные платежи. И что выскочило? Ну, первым PayPal выскочил. Вот Илон Маск, все говорят, ну, там про него, конечно, много ходит слухов, и про его семью, и как он начал, и как все такое. Но вот вся его история с PayPal, она началась из того, что он вовремя влез, имея, классную инсайдерскую информацию, что там сейчас примут много законов, которые будут позволять вот эти международные оплаты. Долго ведь, ничего не было, что там было? Western Union был. Я еще, когда приехала в Америку в 2009-м, пересла деньги из одной страны в другую. Это было, пиздецки, там чуть ли не ногами нужно было куда-то идти и в очереди стоять, и какую-то форму заполнять ручкой на бумаге. А так как все двигалось в сторону действительно глобализации, что денежку нужно было очень большому компанию бизнесов, и людей, пересылать денежку из одной страны в другую. И PayPal такой: о, нормально. Иначе что, они сидели, потом херак выстрелили. При всем моем скептическом отношении к Илону Маску, PayPal действительно пережил много проблем. Помните, сколько поначалу было действительно у PayPal проблем? Там то работает, то ничего не работает. То там кому-то перечислили деньги, которые PayPal блокирует и не отдает. Тебе говорит: у тебя какая-то там подозрительная активность. Пока разруливали все законы, как там все должно работать, что можно отследить, что можно проследить. Ведь сегодня ты можешь перечислить оплату в какую-то другую страну, передумать и вернуть себе эти деньги. Но это ведь... Представьте себе такое, лет 10 назад это было просто невозможно. И со временем, благодаря тому, что международные оплаты стали легкими, сначала поотваливался бизнес у многих маленьких IT-компаний, вот у кого были просто программисты, потому что ты им потом был не нужен. Если это твой бизнес, то именно ты больше не нужен. Твои программисты до сих пор нужны, а ты нет. Твоя ценность была в том, что ты проводил эти оплаты, ты там бегал, морочился по банкам. Теперь все, программист может зарегистрироваться на какой-нибудь платформе, его можно просто взять и нанять тучами можно их нанимать самостоятельно, дешевле, и тебе не платить. И так как Америка задавала тон столько лет всему IT-бизнесу, то в Америке так работает. У бизнеса возникает какая-то потребность, бизнес начинает всех прессовать, начинают принимать законы, начинают развивать технологии, не государственные, а такие, которые государство может отслеживать. И все, и такой двигатель технологического прогресса. И тут теперь любая компания по всему миру может нанять любого программиста по всему миру. Конечно, все побежали в IT. Всем нужны были все. Если раньше все как дурные ехали в Америку, чтобы получить эти работы, тебе нужно было быть в Америке. Визы, грин-карты, что-то там выиграть. Нелегально вообще был не вариант поехать тебе. Вот все разрешения на работу. Откуда мы с вами знаем все эти разговоры про визы, разрешения на работу? Это от тех айтишников, которые ехали, как бы им устроиться на работу в Америку. Прошло время, и это перестало быть необходимостью. Любой человек в любой стране мог просто зайти на какой-то сайт, и тебя могут нанять в течение, получаса. Конечно, пооткрывались онлайн-школы, конечно, все пошли научились, люди были нужны, и, конечно, все очень долго зарабатывали. И теперь что мы имеем? Теперь эта шарманка схлопнулась. Подумайте, сколько людей за последние 10-15 лет пошли в IT. Молодежи
И людей любых возрастов, которые могли действительно за полгода, за год переквалифицироваться и зарабатывать, вот, ну, типа же там, тестировщиками. Ой, какой-нибудь customer support тот же. Ой, там какую-то, кем ты работаешь? Я там поддерживаю какую-то систему, нажимаю в ней 2 кнопочки, а когда она не работает, люди мне звонят. Всем нужны были такие люди. Нужны были. Началась вся эта движуха. И всякие умные ушлые продажники, особенно индусы, сели и такие: о, нормально, можно людей теперь вообще огромными пачками нанимать. Индусы строили такие классные команды, вот колл-центры. Ну, типа колл-центр, только теперь это у тебя для IT. У тебя сидит огромный офис, ты в него сажаешь 500 человек, и они делают все. Они работают с утра до ночи на 20 разных клиентов. Ты за этого одного человека берешь деньги с 20 разных компаний. Ну да, ему тоже что-то немножко доплачиваешь. И себе у тебя остается еще с горкой. Отличнейший был бизнес. И, конечно, аутсорсинговые компании начали, ломить цены. Слушайте, они вложили в здания, в те же там ноуты, начали людей своих учить, понаизобретали кучу чего. Потому что, по сути, в чем разница? Вот те из вас, кто когда-нибудь продавал программистов, в чем разница, да, если у тебя там продукт какой-то, у тебя система, ой, у меня такая, а у наших конкурентов такая, а наша вот так работает, а наша вот так, хотя они сейчас, все одинаковые, сейчас вообще все одинаковое. А тут ты вообще людей продаешь, людей, которые туда-сюда в одних и тех же компаниях работают. Вон я работала в 5 разных компаниях. Какая из этих компаний может сказать, мы там лучше чем-то, чем какая-то другая? Люди одни и те же у всех. Они говорят, а мы там отстроили вот это. А мы придумали вот такой способ. А у нас наши делают быстрее, потому что у нас процесс вот такой вот особенный, не такой, как у всех. Посидели. И кто? Аутсорсинговые компании первые начали автоматизацию. Потому что это у аутсорсинговой компании сидят операторы колл-центра, которые поддерживают 20 клиентов. То есть с таким volume, с такими объемами повторяющихся задач не работал никто, как работали бедные несчастные индусы. И, конечно, они хотели зарабатывать больше бабок. Такие, а что если у нас те же люди теперь будут делать еще больше чего-то? Они начали ломить цены, начали что-то там изобретать. То есть у тебя с одной стороны огромные аутсорсинговые компании, у которых начинается автоматизация, с другой стороны у тебя миллионы людей, которые теперь работают в IT по всему миру. Если там в какой-то момент найти программистов из Польши, это еще, поискать надо было, где ты их там погуглишь, надо кого-то знать, там чего-то, кто-то учится, то наступил момент, когда ты в любом хочешь на Мадагаскаре нанять. Вот мы прямо сейчас с вами сегодня 5 минут сейчас займет нанять любого айтишника на Мадагаскаре. Цены начали ломить все, и наступил большой глобальный стресс. Наступил такой бардак на рынке, когда с этим невозможно было совладать. Кто помнит, не помнит, когда лет 5 назад была огромнейшая проблема, талантливые программисты, их не просто невозможно было найти, ты его нашел, ты нашел человека, в котором ты видишь потенциал, взял его там чуть ли не с улицы, нанял его, а пообещал ему тучу бабок, просто чтобы он пришел к тебе, проходит 2 месяца, ему кто-то другой предлагает зарплату в 2 раза выше. И нормальный человек разворачивается и уходит. Текучка была невероятнейшая. Кто больше заплатит, туда люди и шли. И ты, как хуевший программист, абсолютно справедливо мог себе позволить выбирать, где и как ты хочешь работать. Ты теперь имел право не работать на 5 разных проектах одновременно, чтобы там твой начальник, чтобы всем все заплатили, а тебя палкой били в это время. Ты мог сказать, нет, я меньше, чем на вот такую зарплату не пойду. А у вас что, нету ланча в офисе? А у вас не делают массажи? А вообще, знаете что, идите нахер своими массажами, я буду работать удаленно. Вы и так нанимаете людей в любых странах.
я классный, меня все зовут на работу. Начали программисты ломить цены. Ну и справедливости ради, точно так же свою цену начала ломить я. Потому что та работа, которую я делала в 2014 году, как там, ну типа там продажи, что надо, то и делаешь, там позвонил, там кнопочки потыкал. Я вот ту же работу делала в 2014 году за 40 тысяч в год. Абсолютно точно ту же работу, просто с другими именами и с другими кнопочками я делала 10 лет спустя за 175 тысяч. В чем разница? Я лучше? Я не стала лучше. Ну, я могу ломить цену, потому что я знаю, что там у них есть деньги. Я на 60 тысяч? Да не, ребята, зачем мне идти к вам работать на 60 тысяч, если мне вот там дают 150? Ну, логично, нет? Народ начал уходить с работы, открывать свои стартапы, свои системы. Ой, там я работала в какой-то компании, мне надоело, я умный, я шарю, я вот нанимаю 5 человек, глупее меня, я им говорю, что делать, они теперь делают, все, у меня стартап. Идешь, тебе еще денег навалят сверху, сделай, пожалуйста, сделай, вот это то, что ты придумал, пожалуйста, сделай нам еще быстрее, найти еще денег, еще денег и еще денег. И теперь помимо программистов, которых тебе, как там, компании, как бизнесу, нужно было нанимать своих, чтобы они что-то делали, ты, можешь, сам не петришь. Ну, если ты какая-нибудь компания по производству, там, ты бутылочный завод. Ну, Кока-Кола, извините, что такое Кока-Кола? Это бутылочный завод и много грузовиков. Какая Кока-Кола? Что там, и зачем им, чтобы кто-то петрил, там, сильно сидел в IT, господи, да легче кого-то нанять, типа, мы будем заниматься своей Кока-Колой, нам легче кого-то нанять, вот вы там петрите, вот нате вам денег, не трогайте настолько. А тут теперь можно даже людей никаких не нанимать, потому что люди, они в какие-то отпуска ходят, им что-то надо, они увольняются, приходят, уходят. Идите нахер. Если можно купить какие-то системы, которые теперь что-то делают. И нанять кого-то, кто еще эти системы будет менеджить. Кто работает в поддержке всяких разных систем, абсолютно четко может сказать, что чаще всего в его компании, помимо него, вот эту систему никто не знает. Появился такой бизнес, появилась такая работа. Люди настроили систем, их покупают, компании метут просто все. Скупают, как жареные пирожки. Почему так легко и быстро давали инвестиции всем стартапам? Ты не успел что-то придумать, тебе тут же накидывают денег, потому что его тут же купят. А теперь это еще и IT, тебе не нужно его изготавливать. Ты его один раз сделал, все, сидишь, перепродаешь, людей нанял, вон они там что, скопировать, вставить, сидят. Продажников нанял. Все, бизнес работает сам. Все компании накупили себе, вот как у нас с вами было, когда абсолютно у каждого был в жизни момент, когда ты накупил себе подписок на все новое, что появилось, потом сидишь, тебе приходит в конце месяца счет, думаешь, твою мать, я даже не помню, чтобы я к этому подписывался. Сколько я денег потратил. Также сидели большие компании, они загребли все и такие, ой, стопэ, что у нас очень сильно много всего. Появился новый вид бизнеса. Я этим тоже занималась. Назывался Application Portfolio Rationalization, когда нас реально нанимали. Я как продажник просто говорила, да, мы можем такое сделать. Говорили, дайте нам, пожалуйста, 5-6 умных людей, нам не нужны больше айтишники, нам нужно пару умных человек, буквально на полгода, сесть и посмотреть, что мы там вообще накупили, что у нас там есть. Мы платим какие-то годовые подписки, на все, потому что нам нужно было все, нам все сказали, что нужно было все наши конкуренты это все покупали, и мы побежали все покупать. Посмотрите вообще, что у нас там. И наши команды приходили, придумали тоже эти хитрые индусы. Ну, потому что у хитрых индусов, опять же, потому что у них был такой огромнейший объем работ, которые они видели. Ну, слушайте, компании, в которых я работала, по 300 тысяч человек было. Вот есть топ-10 консалтинговых, аутсорсинговых компаний. 3 миллиона человек в них работает. Ну, там типа 6 миллионов. Там топ-15 компаний. И они все твои. И ты сидишь, видишь, чем все они занимаются. Это огромнейшая роскошь. Обычно в бизнесе и там в IT-компании даже, а в Meta ребята, которые работают в Инстаграме, они могут рядом сидеть, не знать, чем друг дружку занимаются. А тут у тебя своих 300 тысяч человек, и ты знаешь, что они делают все.
И можно было найти из них вот 5-6 умных и сказать, вот идите туда, идите теперь в Кока-Колу, посмотрите все, что они накупили, и оставьте из этого только самое главное. И за такой сервис мы даже деньги не брали. Знаете, сколько этот сервис стоит? Нисколько. Он стоит процент от тех бабок, которые мы тебе сейчас сэкономим. Это был прекрасный бизнес, его продавать просто там нечего было продавать, мне нужно было просто прийти и там просто быть. А во время пандемии я вообще дома сидела в пижаме, мне нужно было просто прийти на звонок, все, продано, готово. Потому что они смотрели, вы купили 12 разных финансовых систем, вы купили 4 разных HR-системы, где у вас сотрудники могут там просить вводить свой какой-то отпуск. Вы купили 19 подписок на что-то, вы им даже не пользуетесь, потому что этот контракт подписал чувак, который ушел из компании 2 года назад, и никто не знает его пароль. Мы сейчас за вас поотменяем вам все подписки, оставим только то, что нужно. И этот процесс произошел у каждой большой компании, потом у каждой средней компании, потом у каждой маленькой компании. И вот эти все продажи, которые были у предыдущих компаний, которые наделали этих систем, теперь у тебя на каждых 10 клиентов, которые тебе платили, остался 1. Потому что да, ты запустил какой-то новый супер-мега SaaS-стартап, который позволяет менеджить проекты. Все быстренько его купили. Прошел год, они поняли, что они купили 12 разных систем, которые позволяют тебе менеджить проекты. Им столько не надо. Им нужна только одна. Вот 10 компаний потеряли бизнес. Денежки стали заканчиваться. Продажи стали падать. Компании стали покупать осторожнее. Во-первых, они уже накупили все, что им надо. Они уже там это все вычистили, почистили. Им нового больше ничего не нужно. А народ в IT продолжает валить. А мы с вами сидим, думаем, что IT-индустрия развивается. Все пошли учиться в IT. В то время, пока IT-индустрия потихонечку закрывала свои дверцы. То есть вы представляете, насколько нужны были люди в IT, если работа была даже у меня. Я, конечно, очень классная, очень умная, но смотрите, когда меня подобрала моя первая индусская компания, у меня до этого был стартап, который нахер никому был не нужен. В смысле, он был неизвестный, небольшой, не из новостей. У меня было 3-4 какие-то маленькие, тоже каких-то программистов покупали, продавали, что-то пытались сделать. Я была такая никто и ничто. Меня взяли в стартап в Бостоне, с которого меня уволили. И я на тот момент работала опять в 30 лет официанткой в Нью-Йорке. И меня оттуда за уши вытянули индусы, потому что настолько нужны были продажники, что наконец-то нужны были даже такие, как я. Не американцы, без опыта работы в больших компаниях. И я там долго была нужна. То есть не только у умных, талантливых программистов была работа, и у проект-менеджеров, и у просто, реально можно было закончить какой-то полугодовой курс, и у тебя тут же была работа. Боже, а сколько у меня было проектов, когда выходит какая-то новая система, ее все покупают, она реально лучше, новее, умнее. Ее все купили, у чуваков, которые ее сделали, а теперь нанимают еще тучу людей через мои компании, потому что им нужно вот то, что для них сейчас делают 5 разных систем, теперь будет делать вот эта одна новая. Поэтому теперь 5 разных систем теряют клиента. Мы получаем денежку за то, что мы даем им 5, 10, 15, 70 человек, чтобы принести всю информацию из старых систем в новую, а старый выключить из розетки. Как будто, знаете, ты холодильник новый покупаешь. 5 старых морозилок выбрасываешь, все складываешь в новый холодильник. И так начали загибаться старые IT-компании,
который тоже, кто успел перестроиться, кто не успел. Ну, слушайте, если у тебя бизнес очень хорошо идет лет 10-15, ну, ты сидишь, ты, конечно, расслабляешься. Особенно если, ну, вот сверху сидят кто? Бизнес-люди. Айтишники твои, которые на тебя работают, они и так приходят и уходят. Вот они учат новые скиллы. Это они потом пойдут и начнут новый стартап. Это они потом пойдут и сделают новую такую систему, чтобы она одна делала то же самое, что делают сейчас 5 предыдущих старых. А ты, как человек бизнеса, который сидит сверху, сидишь и не отстреливаешь. Да, наверное, большинство из тех людей заработали себе на там следующие 20-30 лет вперед. У них, наверное, все нормально. Но их бизнес закончился. Ну и теперь добро пожаловать в 2025 год. Когда системы, которые есть, которыми компании пользуются, огромные, сложнейшие, там, 5-й, 25-й генерации, народу в мире, который знает IT, до хера и больше. Простых работ не осталось, остались только сложные. Ну и как по уровню развития интеллекта и скиллов вообще просто в мире, в любой индустрии. Кто? Ну вот 10% самых умных людей в мире, которые, да, в IT, которые могут делать вот эти самые сложные работы в IT, которые сейчас остались. А остальные 90% больше не нужны. И теперь представьте, ты сегодня звонишь кому-то, говоришь: купите мне, пожалуйста, 5 программистов. У меня есть программисты, недорого, классно, в такой-то стране работают очень хорошо. Купите мне 5 программистов. Какие продажи IT? Нет никаких продаж IT, невозможно на сегодняшний день продавать программистов. И я как продажник, когда я вижу, что никто не покупает, у меня нет работы, потому что никто не покупает программистов, это означает, что никто не нанимает программистов. Когда программистов нанимают, у меня есть работа. Когда программистов не нанимают, у меня нет работы. Когда много компаний нанимают много программистов, много разных компаний строят много чего нового, у менеджеров есть работы. Есть работы у проект-менеджеров, есть работы у рекрутеров, есть работы у бухгалтеров, есть работы у HR-ов, есть работы у уборщиц. А сегодня нет. IT-индустрия официально схлопнулась. Не в ноль. Она не, конечно же, она не схлопнулась в ноль. Но те двери, которые были широко распахнуты любому и каждому столько лет, теперь закрылись. Там осталось действительно 10% от того, что было последние лет 10. И, наверное, точно так же, как IT-индустрия рождалась в подвалах, в гаражах, в компьютерных клубах, когда ребята сидели и сами придумывали новые продукты, новые системы, новые сложнейшие какие-то вычисления, которые нужны вот таким-то бизнесам, потому что вот это. А теперь развивается следующее что-то, и вот всем нужно. Вспомните, как еще пару лет назад не было в кофейнях возможности там приложить карточку к чему-то. Не было у официантов каких-то там этих таблетс, в которых они тыкали кнопочки. Тебе даже не обязательно было зарабатывать деньги в IT на чем-то там невероятно умном. Вот кафешкам и ресторанам нужно что-то. Магазинчикам нужно что-то. Девочкам и мальчикам, которые делают что-то своими руками, нужны какие-то системы, чтобы продавать то, что они делают своими руками. Но это все мы уже сделали. Мне кажется, это наша с вами ответственность думать что-то следующее. IT-индустрия родилась нашими с вами руками. Она была сделана нашими с вами руками. Тем, что мы пользовались, строили, хотели, помогали. Мы все в этом участвовали. Давайте начнем участвовать, пожалуйста, все вместе в чем-то следующем.
Потому что сидеть, ждать следующих работ в IT, сидеть, ждать следующих работ в искусственных интеллектах и в нейросетях, ребята, их осталось 10% очень сложных. Зачем мы продолжаем над собой издеваться? Работа в IT была просто работой. Мы сели, научились. Давайте строить что-то следующее. Я предлагаю сажать цветы и копать картошку. Я хотела сказать, я еще предлагаю строить дома, но, наверное, сажать цветы чуть-чуть полегче, чем строить дома. Но мне кажется, это абсолютно наша с вами ответственность решить, чем мы будем заниматься дальше.